Всем привет! Я рад приветствовать всех на моем канале. И, как я уже говорил, я занимаюсь полной переделкой катушечного магнитофона в данный момент. И в этом видео я хотел бы показать, что конкретно удалось уже реализовать. Это управление механикой при помощи сервоприводов, управление двигателем при помощи микроконтроллера и работу датчика натяжения ленты. Итак, давайте посмотрим. Для получения частоты вращения двигателя я использовал самодельный Аптрон, так как из тех, что были в наличии, не подошли по габаритам. Излучатель я взял от Аптрона принтера, а приемник, кажется, подошел от видеомагнитофона. Но в целом все детали, которые я использовал, это детали самого Сатурна и еще одного видеомагнитофона. А для правильного включения Аптрона я использовал рекомендации с сайта Риддика Леонида. Ссылку я оставлю в описании, а конкретно из статьи по электронному счетчику. На этом сайте можно найти описание различных конструкций, в том числе описание ряда доработок для магнитофона Электроника 004. Для моего проекта это просто бесценный кладезь информации. Итак, согласно этой статье, для повышения быстродействия фотоприемника я использовал усилительный каскад с общей базой, после которого применил компаратор на LM393. С компаратора сигнал поступает на микроконтроллер, на ножку ICP, и с помощью режима захвата таймера определяется частота вращения двигателя. Частота вращения попадает на вход ПИТ-регулятора, расшифровывается как пропорционально-интегрально дифференцирующий. В данном случае это программная функция, которая получает на вход частоту вращения и формирует сигнал управления двигателем. Управляющее напряжение для двигателя формируется с помощью ШИМ. ШИМ-сигнал фильтруется с помощью фильтра низких частот третьего порядка с частотой среза около 30 Гц. С выхода фильтра управляющий сигнал поступает на выходной каскад. Этот каскад формирует ток базы для регулирующего транзистора. Двигатель питается переменным напряжением, поэтому регулирующий транзистор включен в диагональ диодного моста, включенного в цепь двигателя. Схему фильтра я сначала пытался рассчитать сам, но позже увидел статью по блоку управления Электроника 004 на ресурсе, который озвучил выше, и позаимствовал схему управления боковыми двигателями оттуда как есть. В итоге, совместив входную часть схемы счетчика ленты и выходную блоку управления боковыми двигателями, я изготовил свой блок управления. Прошивку написал сам с небольшими подсказками от Леонида по поводу определения частоты вращения. Также я написал программу на Python для ПК, которая связывается по шине USART с блоком управления. Программа позволяет строить график частоты вращения двигателя и устанавливать коэффициенты ПИТ-регулятора. Еще отмечу, что добавил возможность передавать в блок управления двигателем по шине I2C нужную скорость двигателя. В дальнейшем это позволит сделать более аккуратное обращение с лентой при перемотках и будет необходимо для реализации функции поиска по паузам. Сразу открутил блок управления механикой вам показать. Блок управляет двумя сервоприводами для переключения режимов кинематики и двумя сервоприводами, которые работают на подтормаживание подкатушечников. К блоку подключается датчик натяжения ленты. Может принимать команды по шине I2C и посылать. Сигналы переключения режимов будут приходить с другого блока, но можно по двум проводам подключить клавиатуру напрямую для отладки, как это сделано сейчас. Положение каждого сервопривода можно установить с клавиатуры для каждого режима, перемотка, воспроизведение и так далее. Также можно настроить скорость работы сервоприводов и сохранить все в EEPROM. Может отслеживать обороты подкатушечников и датчик автостопа, но пока в прошивке не реализовано.
Блок головок, который я использовал, с неизвестного магнитофона. Может быть, кто-нибудь знает и подскажет. Просто увидел на Авито данный блок, приобрел его. По нижним креплениям он полностью подошел к Сатурну и решил его использовать. По поводу датчика натяжения. На данный момент работа датчика простая, я бы сказал, примитивная. Когда он в центральном положении, это видит первый оптрон по специальной метке. Если первый оптрон не видит метку, обращаем внимание на второй. По второму можно понять, где датчик относительно метки первого оптрона. В общем, 3 состояния: датчик по центру, датчик ниже, датчик выше. Сервопривод, который регулирует натяжение подающего узла, стремится сделать так, чтобы датчик был по центру всегда. Сам датчик изготовлен из деталей видеомагнитофона, которые были под рукой, и деталей самого Сатурна. Как я сейчас понимаю, это немного неверный путь. Тут нужна система управления на основе пидорегулятора, и мы должны знать конкретное положение датчика. Но если буду переделывать, то только после завершения всего остального, так как это потребует много времени. Всем спасибо за внимание. Следующим шагом будет изготовление счетчика ленты на основе OLED-дисплея. А далее приступлю к реализации аналоговой части. Усилитель воспроизведения я решил сделать сухого, а усилитель записи повторите из магнитофона Electronica 004.